Всем привет! Мы продолжаем рассказывать про замечательную Абхазию. В третий день своего пребывания мы отправились знакомиться с ее восточными достопримечательностями. Первой небольшой остановкой стал город-призрак Ткварчеле. Сегодня сложно осознать, что до войны 92-93 годов здесь кипела жизнь. Больше 400 дней город находился в блокаде. С тех времен незаживающей раной абхазского народа стала ужасающая трагедия. Был взорван вертолет, который эвакуировал из осажденного города детей. Но мы едем дальше. Наша цель – увидеть великолепные водопады Ирина и Великан. До них придется подниматься километры в гору или заплатить пару тысяч местным, чтобы они довезли на внедорожнике. И вот, наконец, просто очаровательный водопад Ирина. После Ирины движемся в сторону Великана. И вот открывается вид на нечто невероятное по своей мощи и красоте. Насладившись водопадами, мы едем дальше. Кстати, очень правильно путешествовать по Абхазии на машине именно потому, что очень сложно устоять перед желанием постоянно останавливаться и делать фото и видео местных красот. Но мы добрались до пещеры Абрскела, изюминка которой в том, что ты ходишь в воде в резиновых сапогах. Абрскил — это был легендарный герой абхазского народа. Он отнимал у богатых, отдавал бедным. Кстати сказать, эта пещера нам понравилась даже больше, чем пафосная Новоафонская. Она гораздо меньше, но эмоции оставляет гораздо более сильные. Всем рекомендуем там побывать. Последняя точка нашего сегодняшнего маршрута – Моквский собор. В хорошую погоду он должен выглядеть вот так. Но погода решила все за нас. И горы мы не увидели, но все равно не пожалели, что приехали. Место действительно очень красивое и уютное. Собор очень атмосферный. Кстати, он основан еще в X веке.
Последний день своего пребывания в Абхазии мы посвятили окрестностям Сухума. Просто попросили знакомых повозить нас по самым красивым с их точки зрения местам. Вот, например, мост царицы Тамары, он же Беслецкий. А вот в таких кувшинах вино закапывают в землю и хранят годами. В горах случаются обвалы. Например, вот такой. Потом мы спустились в живописное место к реке. Затем доехали до церквушки в горах. А финальной точкой стала невероятно красивая смотровая площадка у Орешников. А теперь поговорим о городе Сухум. Город медленно, но верно восстанавливается от разрухи, оставшейся с войны 92-93 годов. Нам же очень понравилась уютная набережная, столица Абхазии. Здесь действительно приятно провести время. И напоследок несколько примечаний. Первое. Некоторые цены в Сухуме поражают. Например, электроэнергия 40 копеек за киловатт, проезд в общественном транспорте 5-10 рублей, а кофе 25-30 рублей. Второе. В первом фильме про Абхазию мы уже рекомендовали вам побывать в Апатсхе, заведении, где готовят национальные блюда. В Сухуме мы несколько раз обедали в Апатсхе Абазы и, в общем-то, остались довольны. Третье. Продолжая тему еды, мы рекомендуем вам пробовать абхазскую аджику. Это, пожалуй, главное местное кулинарное изобретение. Ее едят просто с хлебом и добавляют в блюдо. Например, рекомендуем взять солянку. Ну и, само собой, закажите хачапур. Его в Абхазии умеют готовить. Еще один небольшой нюанс. Мы заметили, что в Сухуме много собак. В основном пёсели ведут себя дружелюбно, но бывают исключения.
Абхазия – это гораздо больше, чем пляжный отдых. Это страна невероятно красивой природы, гор, водопадов, рек и озер. Страна, которая по праву гордится своей кухней и гостеприимством. Но чтобы почувствовать это, нужно немного сойти с туристических маршрутов. Она однозначно стоит того, чтобы вы посетили ее, и мы вам искренне этого желаем. Ставьте лайки, подписывайтесь и обязательно пишите свои комментарии. Нам очень интересно знать, какие места Абхазии вы бы рекомендовали нам посетить в следующий раз.